Друзья, важное заявление сделала Лариса Долина. Даже любопытно услышать ваше мнение, потому что ее не любит никто. Но если человек, который вот прям очень сильно раздражает все население, из-за нее кинули очень много людей, обманули по мошеннической схеме Долиной, как это звучало, и вдруг она как бы высказывается на тему, которая крайне болезненна, конечно, чувствительна, поэтому я не могу сказать, что она неправильно говорит, я присоединяюсь к ее словам, и к минуте молчания она призвала сделать минуту молчания по поводу событий, связанных с Крокусом. Но любопытно вот ваше мнение, да, то есть я, конечно, могу предположить, наверное, как многие из вас, что это такая попытка встроиться обратно и, в общем, как-то испытывает ли она хоть какое-то мнение, какое-то отношение к Крокусу. Может быть, она ему посвятила какую-нибудь новую песню, может быть, она что-то высказывалась, может быть, собирала деньги, может быть, свои отдала. Может быть, она отдала пятикомнатную квартиру кому-то из пострадавших, либо продала ее и раздала. Нет, деньги ушли, деньги спрятаны, ни копейки от нее не дождешься, только рвет и тащит. Ну, вот как-то так у меня сложился образ вот этой азербайджанской бабушки. Но, тем не менее, да, вот как относиться? Есть здесь двуличие или двуличным будешь выглядеть ты? Вот я, кстати, теряюсь в такие вопросы, когда мне попадаются, либо кто-то прикрывается, я там больная. Ну иди болей, так иногда хочешь сказать, с другой стороны, да что ты от меня хочешь? Только благодаря тебе примерно 120% населения Российской Федерации голодные и холодные. Они тебе даже помочь не смогут, потому что все у тебя. То есть у тебя просто все. То есть тебе даже не надо говорить, что я болею. Ну, если кто-то болеет, например, но не все болеют, они все время об этом говорят, причем болеют какими-то страшными болезнями, от которых мы умираем. Ну, у нас денег нет, мы очень быстро, а они как-то очень долго и, как правило, выздоравливают. Но тем не менее, то есть они когда мне об этом говорят, они что от меня хотят? Чтобы я им 50 рублей перевел, у меня иной раз 50 нет, но я просто к тому, что у них там миллионами и миллиардами меряется, на самых лучших врачей. Они по Булгакову могут даже последние свои часы провести в таких вечеринках и пирушках, понимаете, что там обзавидуешься, скажешь, давай меняться судьбой. Но я просто, и это они все время это сообщают. Я к чему? Я к тому, что я почему-то им не верю. Я как в служебном романе, я им не верю. Что она еще раз сделала? Может быть, она денег своих, ну, ей собирать не надо. Ей разбирать надо просто свои котомки, свои мешки, в которых по 50 килограмм денег, которые она Цурульникова отдала, та получила, отнесла просто, за это получила срок 7 лет. Ей просто свои пару мешков развязать, она там людей поддержала, как-то чем-то помогла. Она что-то такое делала? Они говорят, дайте помолчим, значит, годовщина. Да без нее, наверное, помолчим или нет. Вот я просто не интересуюсь ваше мнение. Но, тем не менее, новость такая. Певица Лариса Долина почтила память жертв, значит, вот Крокуса. А по поводу Агаларовых, она не хочет высказаться. Кстати говоря, они ее земляки. Она из Азербайджана, они из Азербайджана. Ну, как-то вот почему они не подвергались вообще никакому следственному преследованию? Ну, то есть, вообще в других случаях, подобных, да, и там хромая лошадь, зимняя вишня, сели все начальство, учредители, там, владельцы, все садились за такие события. А здесь огромное количество погибших было именно из-за пожарной безопасности, ну, как-то вот все к этому пришли вроде как. Есть о чем вопрос поднять. По поводу судьи Хохолевой, ну ладно, она говорит про Крокус, ну что с Агаларовой, может она выскажется? Нет, она просто говорит, давайте помолчим. Может она помолчим в смысле не будем об этом говорить, может она об этом тогда не дождется, она будет говорить. Память жертв, значит, она во время своего выступления исполнила все выступление, и у нее выходит из зала, она выступает, все. Сегодня, ко всему прилепиться готова. Сегодня ровно 2 года со дня страшной трагедии, совершенно однозначно присоединяюсь к этим словам, мои слова поддержки и соболезнования родным и близким, пострадавших, погибших. Я не могу обойти эту тему стороной, поэтому прошу почтить память минутой молчания, сказала она со сцены. Ну вот не знаю, честно говоря, мне даже не хочется дальше читать эту новость. Что думаете, вот насколько вы верите в искренность этого заявления? Правда ли она переживает, правда ли это рвет ей сердце? Рвет или нет, как вы считаете? Просто когда странно погиб Юрий Штунов, она как раз в Крокус Сити Холл пришла, где ей были, мягко говоря, не очень рады. Почему? Потому что когда скончался Юрий Штунов, люди писали петиции, там, он скончался очень странно, куда-то вывезли за город, много было вопросов, куда деньги его делись, почему не был на допросе Кудряшов, которого вывез. И Долина такая вдруг влезает в эту ветку, кто ее вообще спрашивал, там, ну, вроде как интервью у нее берут, ну, то есть она такая, а что вы с этим Шатуновым, плохо там пел у него, никак... Вообще речь не об этом, там человеческая жизнь. Мне кажется, она не чувствует понятия и ценности человеческой жизни. Она начинает рассказывать о том, что там он плохо пел. Он мертвый. Что-то, да, вот так вот. На нее резко реагировали. И, короче говоря, не надо вспоминать. Буланова, кстати, такая же. Не надо было говорить при жизни о нем говорить. Не надо. Значит, вот все после смерти, пусть, значит, упокоился человек. Вечер памяти в Крокусе проходит. Значит, и приходит и одна, и вторая туда. Обе бабуленцы приползли. Понимаете, и на вечер памяти. Хотя их память о Шатунове, это только грязные слова. Тогда все очень сильно были возмущены. Я вот к чему. Я к тому, что как она вообще относится к человеческой жизни. Мне кажется, она ее не чувствует. Какой-то выгоревший человек. Но при этом она говорит, я помолчу. Ну пусть она помолчит. Но мне как-то она не вяжется с человеком, который будет молчать, а у него внутри, понимаете, все там полыхает и тревожится. Мне кажется, у нее ни черта не тревожится нигде. Нет? Вы как думаете?
Не знаю, пишите, что думаете, а у меня как-то вот за то время рассмотрения, расследования тех или иных дел, событий и странностей, у меня как-то сложилось в отношении некоторых такое мнение, что не очень они тревожащиеся граждане и гражданки. Ну, впрочем, пишите, как видится вам.